Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 24 апреля. Поехали! Сильный апрельский снегопад накрыл некоторые районы в Сербии. Многих водителей такие погодные условия застали врасплох на дорогах в Голии. Без спасателей там не обошлось. Местами намело сугробы, превышающие 1 метр. Дорогу так сильно замело, что к расчистке привлекли и тяжелую технику. Часть дорог остаются заблокированными для движения транспорта. В некоторых областях обильные снегопады стали причиной отключения электроэнергии. В районе города Златибор без света осталось 3000 домохозяйств. Метель со снегопадом изрядно удивили и местных жителей. Многие уже поделились в соцсетях фото и видео таких снежных осадков. По информации местных СМИ, самая сложная ситуация в муниципалитете Иваница, где было введено чрезвычайное положение. Коммунальщики трудятся без выходных, стараясь как можно скорее восстановить движение транспорта. Последний раз похожие снежные условия наблюдались в Сербии 20 лет назад. Второй раз за 6 месяцев торнадо категории EF1 обрушился на город Шарон-Спрингс в Канзасе. Максимальный порыв ветра составил 176 км в час. Среди повреждений были разрушены здания, поваленные опоры линий электропередач, перевернутые трейлеры, разбитые окна, поврежденные заборы и многое другое. Национальная метеослужба выпустила предупреждение о сильной грозе и торнадо во многих районах западного Канзаса поздно вечером в пятницу. Как информируют местные СМИ, это был не единственный торнадо. Всего в ночь на 24 апреля их насчитывалось более 5. От буйства стихии в той или иной степени пострадало 750 человек. Очевидцы отметили, что смерч бушевал не более 5 минут. За этот короткий промежуток времени он успел нанести довольно серьезные повреждения инфраструктуры. Сообщений о пострадавших нет, не считая нанесенного материального ущерба. Вторые сутки подряд Бразилию одолевают шквалистый ветер, выпадение крупного града и мощный ливень. Местные жители буквально в ужасе от такого стихийного бедствия, которое обрушилось на их штат. К числу пострадавших от стихии вчерашнего штата Парана добавился и еще один штат Параиба. Что-то невероятное происходило в эти 2 дня в Бразилии. Ветер, который достигал 30 метров в секунду, валил деревья, опоры линий электропередачи, срывал крыши с домов, а некоторые дома даже частично были разрушены. Град побил все, что можно было, начиная от посевов местных жителей, домов и автомобилей. Пострадало и много домашнего скота. Охватить весь масштаб от буйства стихий просто невозможно. Коммунальщики вторые сутки трудятся, убирая последствия от этого шторма. Местные жители делятся фото и видео того, что натворила природа, и эти кадры действительно ужасают. Интенсивный град и проливные дожди вызвали чрезвычайные ситуации из-за наводнения в Боготе, Колумбия. Сезон дождей в Колумбии начался перед Пасхой буквально пару дней назад. В разных локациях зафиксирован ущерб, причиненный сильными дождями. Местами уровень паводка превысил отметку в 1 метр. Из-за буйства стихии в городе упало 16 деревьев. Некоторые из них повредили припаркованные автомобили. Пожарная служба столицы сообщила, что она столкнулась с довольно сложной ситуацией. Несколько автомобилей застряли в паркинге Чапинейра. Людей удалось вовремя спасти, пострадавших не отмечено. Кроме того, в столице выпал мелкий, но довольно интенсивный град. Местами высота градового настила достигала 8 сантиметров. Синоптики предупреждают, на ближайшие дни прогнозируются сильные дожди. В Новосибирск временно вернулась зима. В городе и по области выпал апрельский снег. Новосибирск буквально засыпало снегом. Минувшая суббота, 23 апреля, как и обещали синоптики, оказалась очень холодной. Днем столбики термометра едва поднялись выше нулевой отметки, а ближе к вечеру устремились в минус. Затем и вовсе пошел снег, который очень быстро засыпал весь город. Накануне не по-апрельски снежные фото начали публиковать горожане. Мокрый снег синоптики прогнозируют и на сегодня на востоке Новосибирской области. В целом по региону ожидается от +2 до +7 градусов по Цельсию, а местами до -3.
Высота снежных осадков местами выросла до 5 сантиметров. Это не самый сильный апрельский снегопад, который наблюдали местные жители, но все же сюрприз природы удался. Не обошел стороной апрельский снегопад и Забайкальский край. В Чите за ночь местами выпало более 10 сантиметров снега. И это уже второй раз за месяц апрель тут выпадает снег. Синоптики заранее предупреждали о резком похолодании и выпадении снега. Такие погодные сюрпризы в Забайкалье наблюдаются уже второй год подряд. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда также в апреле месяце выпал снег. Сегодня температура в Чите держится на отметке плюс 6. И вся эта красота очень быстро пропадает. Местные жители делятся фото и видео этих осадков. Ливни, которые не прекращаются в Венесуэле уже больше 2 недель, спровоцировали подъем уровня реки Гуачисон. В итоге она вышла из берегов в Мериде. За последние сутки в штате Мерида выпало 110 мм осадков. Пострадало более 15 общин в муниципалитете Абис-Парамас-де-Лаура. На данный момент 250 семей срочно были эвакуированы. При этом не менее 25 домов были полностью разрушены. Местами сошли массивные оползни и обвалы грунта. Власти отметили, что в Венесуэле от дождей пострадало как минимум уже 7 муниципалитетов. Максимальный уровень паводка превышал 1,5 метра. В некоторые населенные пункты невозможно добраться, дороги разрушены и затоплены. СМИ отмечают, что в этом году сезон дождей в Венесуэле один из самых сильных. Синоптики и дальше нас не радуют. Они прогнозируют на всю неделю ливневые осадки. Власти объявили красный уровень погодной опасности до вторника. Саудовскую Аравию накрыл мощный градовый шторм. По северным ее частям пронесся мощный шторм с градом, который покрыл слоем льда населенные пункты в пустыне. Температура воздуха понизилась до отметки плюс 7. Очевидцы происходящего спешили заснять необычное явление на видео своих телефонов. Размеры градин не превышали 2 сантиметров в диаметре, но его выпало довольно много. Местами высота настила достигала 10 сантиметров. Согласно информации Национального метеоцентра, грозы с ливневым ветром и дождями обрушатся на Аль-Джауф, а также северные границы и Табук, распространяясь на прибрежные части региона Медина. Количество осадков в Саудовской Аравии составляет 109 мм в год. Пик сезона выпадения града в стране приходится на весенний период. Мощная пылевая буря охватила некоторые провинции Омана. Наиболее от бури пострадал Кураят. Местами видимость не превышала и десятков метров. На дорогах образовались непроходимые пробки, ехать было практически невозможно. Максимальные порывы ветра составили 22 метра в секунду. Как информируют местные СМИ, стихия буйствовала около 1 часа. Последствий от ее прохождения пока не отмечено. В США начался сезон масштабных пожаров. Сильные лесные пожары на юго-западе США охватывают все новые территории. Эвакуированы 12 населенных пунктов. Лесные пожары, которые быстро набирают обороты из-за сильных ветров, приблизились к деревням на севере американского штата Нью-Мексико. При этом они вынудили тысячи людей покинуть свои дома. Всего на юго-западе США бушует не менее 12 природных крупных пожаров. Многолетняя засуха вызывает опасения, что регион ожидает суровый пожарный год. К северо-западу от Лас-Вегаса лесные пожары охватили более 20 гектар леса и уничтожили более 200 строений. Сильный ветер, который в порывах достигает 25 метров в секунду, помогает быстро распространяться огню и при этом сильно мешает тушению. Это пламя является самым серьезным из почти 2 десятков пожаров, которые охватили юго-запад Соединенных Штатов. Это вызывает опасения, что в этом году будет один из самых ужасных сезонов пожаров. За последние сутки на Земле произошло 121 землетрясение с магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 7 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Озеро любви в Дубае – удивительный рукотворный оазис в пустыне. Озеро любви – это искусственное озеро в форме 2 сердец, которое было создано в пустыне недалеко от Дубая.
Пожалуй, это одна из самых впечатляющих достопримечательностей для влюбленных пар, посещающих Ближний Восток. А найдете вы его недалеко от оазиса Аль-Кудра. Это удивительная достопримечательность площадью 550 тысяч квадратных метров, видна даже из космоса. Озеро Любви находится на большом расстоянии от городских кварталов Дубая и выглядит как настоящий оазис в окружении пустыни. К тому же, кроме озер в форме сердец, здесь высажены тысячи кустарников и порядка 16 тысяч деревьев и огромное количество ярких цветов. Интересный факт, но с земли это очень нехорошо видно, слово «love» написано сотнями деревьев. В этом удивительном месте есть не только растения, но и рыбы. Озера здесь неглубокие, и в них живут золотые рыбки и карпы-кои. На деревьях оазиса часто можно увидеть и птиц. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.